В советских учебниках истории была одна простая и удобная догма. Второй фронт открылся слишком поздно, когда исход войны уже был решен. Союзники якобы пришли на готовенькое, чтобы успеть к разделу Европы. Эта версия десятилетиями вбивалась в головы миллионов людей. Но что если эта легенда скрывает совсем другую правду? Что если СССР сам долгое время выступал в роли Второго фронта, только не против Гитлера, а на его стороне? Архивы рисуют картину, которую трудно встретить в обычных учебниках. Сегодня мы разберем факты, которые пропаганда годами пыталась стереть. Без плакатного пафоса, только на основе дат и документов. Начнем с осени 1939 года, когда вспыхнула Вторая мировая. В то время Гитлеру противостояли только Франция и Великобритания. А где в этот момент был Советский Союз? Сталин делил Польшу с Гитлером по пакту Молотова-Риббентропа. Москва отправляла в Берлин миллионы тонн стратегического сырья. Хлеб, нефть, металл. Все то, что шло на производство немецкого оружия. Того самого оружия, из которого вермахт убивал британских солдат. Но этим помощь Гитлеру не ограничивалась. В 1940 году СССР провел немецкий военный корабль через Ледовитый океан. Это был секретный рейдер «Комет», который шел топить британский флот. Он благополучно вышел в Тихий океан при помощи советских лоцманов и разгромил важную британскую базу на острове Науру. Об этой позорной странице советские учебники молчали глухо. Британская империя воевала с нацизмом 1 на 1. Но стоило Гитлеру напасть на СССР 22 июня 1941-го, как Черчилль в тот же день объявил о полной поддержке Москвы. В Лондоне не стали припоминать Сталину дружбу с нацистами, хотя Великобритания сама горела под постоянными бомбежками Люфтваффе. В сентябре 1941-го Сталин направил Черчиллю отчаянное письмо. Он потребовал немедленно прислать в СССР британские войска. Ни много ни мало, от 25 до 30 полностью экипированных дивизий. И Черчилль был вынужден отказать. Советская пропаганда выставляла это как трусость и предательство союзников. Но давайте посмотрим на реальные цифры. В то же самое время под Киевом Сталин потерял в котле 600 тысяч солдат. Огромная армия с танками и артиллерией просто исчезла из-за ошибок командования. Если бы британцы отправили свои дивизии, Сталин бросил бы их в ту же топку. При этом у Британии просто не было свободных солдат для такой авантюры. Но союзная поддержка Москвы началась сразу же, без всяких дивизий. В декабре 1941 года Япония атаковала американскую базу Перл-Харбор. Соединенные Штаты вступили в войну. И это событие буквально спасло Советский Союз на Дальнем Востоке. Весь Тихоокеанский флот Японии был связан войной с США. Токио больше не мог планировать нападения на советские границы. Это позволило Сталину снять с Дальнего Востока десятки свежих дивизий и перебросить их под Москву в самый критический момент. Если это не Второй фронт, то что это? Без США Япония могла бы нанести удар с тыла, разрушив оборону СССР. Но советские учебники истории этот факт скромно обходили. Более того, Сталин сохранял пакт о нейтралитете с Японией, в то время как американцы проливали кровь на островах Тихого океана. СССР продолжал торговать с Японией и даже сдавать ей концессии. Японские корабли получали нефть на советской половине Сахалина и заправляли ею свои боевые самолеты. Получалась циничная и прагматичная картина. США отправляли в СССР по ленд-лизу тысячи самолетов и танков, а Сталин снабжал японцев топливом для войны с теми же США. Это была жестокая геополитика, где союзная верность шла после выгоды. И американская помощь шла гигантским потоком. Без американских Студебекер советская армия просто лишилась бы мобильности. Не на чем было бы возить артиллерию и пехоту за отступающим вермахтом. Но в советских фильмах все грузовики вдруг превращались в отечественные ЗИСы. Американские поставки сознательно вымарывали из кадра и создавали иллюзию полной технической автономии. Но вернемся на Европейский театр военных действий. Почему же союзники не высадились во Франции раньше 44-го? Неужели они действительно просто выжидали? В 1942 году союзники попытались провести пробу сил.
Это была знаменитая Диепская операция. Цель была скромной – захватить и удержать небольшой порт на французском побережье. В бой бросили 6 тысяч десантников, преимущественно канадцев. И эта операция превратилась в мгновенную катастрофу. Немецкая оборона оказалась непреодолимой. Большинство десантников погибли в первые часы или попали в плен. За считанные часы союзники потеряли больше половины личного состава. Стало ясно – высадка в Европе требует колоссальной подготовки. Нельзя просто приплыть на кораблях и сходу прорвать Атлантический вал. Нужно было построить флот из 1000 десантных барж, обеспечить прикрытие с воздуха и подавить немецкую авиацию. Все это требовало времени и колоссальных ресурсов. Но даже готовясь к высадке, союзники уже влияли на ход войны. Сам факт подготовки высадки сковывал огромные силы Гитлера во Франции. Гитлер держал на Западе десятки элитных дивизий. Они стояли без дела в ожидании десанта. А в этот момент под Сталинградом и на Курской дуге решалась судьба вермахта. Если бы Гитлер мог перебросить эти дивизии на восток, оборона Красной армии могла рухнуть. Но немецкое командование не смело оголять Западный фронт. Угроза десанта была реальной силой, с которой приходилось считаться. Об этом советская пропаганда предпочитала помалкивать, как и о том, что происходило в небе над Германией. А там шел круглосуточный воздушный террор, который уничтожал промышленное сердце Третьего рейха и заставлял Гитлера тратить ресурсы на оборону своей территории, вместо наступлений на Востоке. Но перейдем к конкретным деталям этой воздушной войны. С 1942 года бомбардировки Германии приняли невиданные масштабы. Американские и британские ББЦ работали посменно. Днем летели американцы, ночью британцы. Объектами атак были заводы, железные дороги и электростанции. Рурский бассейн, индустриальное сердце рейха, планомерно стирали в пыль. Гитлеру пришлось бросить все силы на ПВО. Тысячи знаменитых пушек калибра 88 мм защищали немецкие города. А ведь эти орудия были лучшим противотанковым оружием вермахта. Они были жизненно необходимы Гитлеру на Восточном фронте, чтобы сжечь советские Т-34. Но пушки стояли в Берлине, Гамбурге и Кёльне, охраняя небо от союзной авиации. И не только пушки. Почти вся истребительная авиация Люфтваффе была отозвана на запад. Немецким ассам приходилось защищать свои дома, а не воевать на востоке. Это позволило советской авиации постепенно захватить господство в воздухе. На Восточном фронте у немцев просто не осталось прикрытия для войск. Разве это не был полноценный фронт? Да, воздушный, но его значение было колоссальным, и ущерб от него исчислялся миллиардами рейхсмарок. Немецкая промышленность не смогла произвести тысячи танков и самолетов, которые должны были прибыть на Курскую дугу. Но советские историки утверждали, что бомбардировки не влияли на исход войны. Якобы это были просто удары по мирным городам без военной пользы. Это была откровенная ложь, призванная принизить вклад союзников. Но помимо воздушного фронта, был и полноценный сухопутный фронт, о котором советским гражданам рассказывали как о второстепенном. Это была кампания в Северной Африке. Война в Африке началась еще в 1940 году. Итальянские войска Муссолини попытались захватить Египет и получить контроль над Суэцким каналом, главной артерией Британии. Но британцы быстро разгромили итальянцев, и Гитлеру пришлось спасовать своего непутевого союзника. Он отправил в Африку немецкий экспедиционный корпус под командованием легендарного генерала Эрвина Роммеля. Роммель получил прозвище «Лис пустыни» за свои дерзкие маневры. Его войска вели тяжелые бои с британцами более 2 лет. Гитлер посылал Роммелю элитные части и новейшую технику, которых так не хватало на советско-германском фронте. Численность немецко-итальянской группировки в Африке росла и требовала колоссального снабжения. Но снабжать армию через Средиземное море было смертельно опасно. Британский флот и авиация топили до половины немецких транспортов. Это была война на истощение, которую Гитлер проигрывал. В конце 1942 года в Марокко высадились американцы. Союзники зажали войска Роммеля в тиски. И в мае 1943 года немецко-итальянская группировка капитулировала в Тунисе. В плен сдались более 250 тысяч человек. Это была победа, сравнимая со Сталинградской битвой по числу пленных и потерянной немцами техники. Но советские газеты писали об этом в коротких заметках на последних полосах. Якобы союзники просто гоняли немцев по пустыне, без всякого толка. А ведь именно эта победа открыла путь к следующему шагу.
к высадке в самой Европе, которая произошла летом 43 года и заставила Гитлера пойти на крайние меры. Перейдем к итальянской кампании. В июле 1943 года союзники высадились на Сицилии. Итальянское сопротивление рассыпалось на глазах. Через 2 недели Муссолини был свергнут собственным окружением. Для Гитлера это был сокрушительный удар в спину. Италия была оккупирована вермахтом, чтобы не допустить союзников на север, и немцам пришлось строить оборонительные линии по всей стране. А это требовало солдат, которые стояли на Восточном фронте. Именно в разгар Курской битвы Гитлеру пришлось принимать тяжелые решения. Он приказал остановить наступление на Курской дуге и начать переброску дивизий в Италию. В частности, была отозвана элитная танковая дивизия СС Лейбштандарт Адольф Гитлер. Танки оставили на востоке, а опытных танкистов отправили спасать итальянский фронт. Это ослабило наступательный порыв вермахта под Курском и позволило советским войскам перейти в контрнаступление. Фактически, высадка союзников в Италии спасла советский фронт от нового кризиса. Но в советской историографии Курская битва описывалась как чисто советский триумф. Роль итальянского десанта союзников просто игнорировалась. Между тем, в Италии союзники вели тяжелейшие бои. Немецкая оборонительная линия Густав стала непреодолимой преградой и заставила союзников нести огромные потери. Гитлер держал там 26 дивизий. 26 дивизий, которые могли бы стоять под Днепром и мешать советскому освобождению Украины. Но они воевали на юге Европы против американцев и британцев. Это был настоящий полноценный второй фронт. Но советскому народу об этом не говорили. Почему? Ответ кроется в советской пропагандистской мифологии, которая создавала образ одинокой борьбы СССР со всем мировым злом. В советской культуре отношение к союзной помощи было специфическим. Знаменитое прозвище «Второй фронт» получила американская тушенка. Это было шутливое, но одновременно пренебрежительное название. Мол, пока мы проливаем кровь, союзники откупаются банками. И этот образ плотно вошел в советское кино. В киноэпопее «Освобождение» есть характерный эпизод. Солдат показывает маршалу Жукову банку тушенки со словами «Вот наш второй фронт». Это выглядело как легкая издевка. Но за этим скрывалась обида и досада самого Сталина. Он не просто ждал высадки союзников, он боялся, что они успеют продвинуться слишком далеко на восток. В идеальном сценарии Сталин хотел оккупировать всю Германию и принести советский строй на штыках до самого Ла-Манша. Но высадка союзников в Нормандии летом 44-го и их быстрое продвижение по территории Франции разрушили эти планы. Граница советской зона влияния остановилась на Эльбе. И это была личная геополитическая досада вождя. Пролетарии Западной Европы остались под властью капиталистов. Царство коммунизма не удалось расширить на весь континент. Поэтому пропаганда делала все, чтобы принизить роль Дня Д. Высадку представляли как легкую прогулку по пляжам, скрывая, что на Омаха-Бич и в Арденнах американцы несли огромные потери и сражались с опытным и жестоким врагом, который дрался за каждую пядь земли. Но победа была общим делом. И без Второго фронта, воздушной войны и Тихоокеанского сдерживания. Исход войны мог быть совсем другим. И цена победы для советского народа была бы еще страшнее. Второй фронт существовал всегда, с самого первого дня войны в 1939 году. И первыми, кто сдерживал Гитлера, были именно британцы, в то время как СССР снабжал нацистскую военную машину. Об этом нужно помнить, чтобы понимать истинную историю. Историю совместной борьбы против коричневой чумы. Борьбы, в которой каждый нес свою долю тяжести. И ложь о союзниках, пришедших на готовенькое. Это лишь попытка присвоить общую победу одной системе. Правда всегда сложнее плакатов. И ее невозможно скрыть за советскими учебниками.